Меня зовут Алексей Маслаков, координатор сообщества молодых менталитетов «Кирнаша», в рамках которого мы устраиваем наш семинар, посвященный происхождению и формированию загадочной воронки. Вот. Немножко про историю изучения воронки. 16 июля была 16 июля была первая рекогносцировка. В течение нескольких часов в составе 5 человек. Журналист, оператор, спасатель, археолог. И в качестве мазнатоведа только я. Соответствующими результатами. А 25 августа была вторая рекогносцировка. Там было очень много людей. Тоже были альпинисты, журналисты, МЧС. Человек с беспилотником, правда, результаты пока непонятно, получились или нет. Был Игорь Васильевич Погребенский с газоанализатором, и только я как мазнатовед. В начале октября в течение нескольких дней были геофизические исследования, результаты мне неизвестны, в интернете есть такая статичка небольшая, потому что были что-то делали. Вот. И 8-9 ноября произошло исследование внутри воронки. В составе было уже, по крайней мере, 2 мазнатоведа, которые имели отношение, что-то делали с образцами, щупали это руками, поэтому больше данных. Плюс еще геофизика, альпинисты и опять МЧС. Короче говоря, основные посетители воронки до сих пор были, в общем, журналисты, скажем. И это отражено в соответствующих публикациях. Научных пока что не видно. Просто погромче еще. Еще погромче. Да. Просто я боюсь, что микрофон. Микрофон не для вас, как я понимаю. Именно они говорят. Они говорят. Хорошо. Основная цель первой рекогносцировки, ну, в общем, и второй, в конце концов, это оценить опасность этого явления, потому что кто его знает, вдруг там возьмет и рванет, или вообще радиоактивность какая-нибудь. Выяснить круг возможных версий образования этого кратера, исключить невозможные версии, и оценить необходимость более детальных исследований в рамках следующих экспедиций. Невозможные, маловероятные версии, вообще всякие там недоразумения. Во-первых, описанная форма рельефа, условно названная воронкой газового выброса, реально существует и не является фальсификацией. Почему я на это обращаю внимание? Потому что мне даже и в интернете были мне такие письма, приходили, что Россия тут напридумывала, и нам мозг. Второй кратер окружен бруствером, то есть является результатом выброса из недр на поверхность, а не провал, потому что в интернете используют термин провал, карстовая воронка, термокарст, сейфол и так далее. Вот нет, это не так. Воронка в диаметре не превышала на момент наших исследований 30 метров в верхней части, 25 метров в основном стволе. Никаких несколько вертолетов описать, туда провалиться не может, 200 метров там тоже. Поскольку на дне воронки скапливается вода, она не имеет выхода в глубинные слои, предположение, что ее источник является выброс газа в больших глубин, маловероятно. Следов деятельности человека в окрестностях кратера найдено не было, соответственно, это феномен чисто природного происхождения. А отсутствие повышенного радиационного фона и следов воздействия высокой температуры не позволяет предположить влияние неземных объектов, скромно скажем, типа метеорита, или взрыва газа. Стали вопросы, которые надо было как-то объяснить. Это, во-первых, когда возникла воронка, в связи с какими необычными событиями или суммированием обычных факторов. А тут взялся газ, повышенное содержание которого, а именно метана, внутри воронки было измерено. И сероводороды, в общем, всякого глинностного газа можно было носом ощущать 16-го очень сильно, а 25 августа все еще. И главный вопрос, который все задавали, чем объясняется различие между объемом пустоты и объемом выброшенного в бруствере материала. Это разница в 10 раз примерно. Где мы были, что мы видели? Слева сверху это снимок, видно такой сероватый, голубоватый, формы реки Мордыха, до нее примерно 15-17 километров. А зелененькое, это вот то, что на фотографии справа, это такая, ну, равнина по нашему 3-4, 35-45 метров высотой. Сверху вся суглинистая, не видно песчаных разломов, которые так характерны вообще для Ямала, но все восточные Мордыхи, а это западные.
довольно слабо расчлененные, очень такие небольшие ручейки какие-то и мало озер по сравнению с, опять же, с центральным Ямалом, который восточный Ямал. Вот. И сама воронка, на этой фотографии видно, там стрелочкой отмечена, она в принципе на краю озерной поймы. Ну или так, скромненького хасерия, можно сказать. Сейчас, ладно, вот так вот. Это верхняя часть. На нем снимке 16 июля было видно, что там какая-то слоистая, сильно листая толща, такая немножко изломанная, потому что очень много вопросов, почему у нее стенки гладкие. Так вот, стенки гладкие тоже подтаяло и выправились. А на ранних стадиях они были вовсе даже не очень гладкие, вот такие вот изломанные. Справа это 25 августа фотография. Дождями все это замечательно отмыло и выложилась несколько верхняя часть воронки, то есть сам раструб. И стало видно, что, вообще говоря, в нем, во-первых, очень много льда, во-вторых, слой вообще вертикально. Что, конечно, никак не соответствует обычной затечной. Вот так эта стеночка выглядела. Видно, ну, сверху что-то такое бурое, что-то такое серое. Вот это серое, все изрезано, это как раз это самое вертикальное слоистое с большим количеством льда. Ниже что-то бурое, в нем прослой белый, это лед пузырчатый, какой-то странной формы. Справа видно, что очень сильно деформированный. Как потом стало ясно, это результат просто проекции вертикальных слоев всего, что там есть, на отглаженной стенке. Поскольку слоистость неровная, то, соответственно, проекция там неровная. Бурая полоса, это просто течет грязь. На левом снимке видно внизу, вот на переднем плане, в самом низу снимка, это тень, и над тенью выступает такая маленькая штучка, скобочка. Это, ну, теперь это называется грот. Про этот грот позже будет еще сказано. Справа видно, опускали мы 16 июля, или мы опускал свою маленькую такую видеокамеру наверх, опустил ее на глубину 50 метров, и от нее еще вот слева сверху такая светленькая, это вода в озере, грязная, блестящая вода. То есть от этой камеры вниз еще грот по его представлению метров 20. Измерить не могли, потому что близко к краю нас участник оттаскивала края воронки. Вот, видно вправо сверху на этой фотографии, на правой фотографии, видно что-то темненькое. Там вообще говоря дырка какая-то. Может быть, это был канал с газом или что-то такое. Короче говоря, какие-то неровности в нижней части, не заглаженные потоками воды, они просматривались. Теперь сами стенки представляли себя что-то крайне неоднородное. Вот, ниже вот этого расширения, ниже раструба, желтым выделено, правый такой уголок, это пузырчатый лед. Там видно, что он белый, поток набирается закрытый немножко. В общем, это какой-то прослой льда. Слева выделена тоже желтым зона с такими вот, какая-то кавернозная. Непонятно, откуда эти каверны взялись, и до сих пор непонятно. Правее вот этих каверн зона с такой относительно горизонтальной слоистостью. Насчет слоистости, я повторяю, мы уже поняли, что поскольку это слоистость вертикальная, вглубь, то есть толще уходящая, то есть, ну, скажем так, типа раздвинутые стенки, то из-за этого то, что мы видим на заглаженной стенке, это проекция. Она может быть, в принципе, какая угодно, смотря как там слои были изогнуты самым естественным образом. Что там вот видно трещинку, это сейчас найдем. Вот так выглядит каверны вблизи, там вот что-то такое. А вот так выглядит сильно извилистая какая-то слоистость. В принципе, в этих кавернах видно, что слои торчком. Настолько, что вот этой каверной вскрыт прослой льда, который там где-то тоже вертикальный вид. Бруствер состоял в основном из материала поверхностного, там видны куски дернины, куски этой суписи, немножко суглинка, но есть сверху, справа, сверху есть куски глины, такой довольно-таки
серый, типа то, что мы называем казанцевский, со щебеночкой и такими вот ортогональными, в общем, трещинами, ожелезненными, которые свидетельствуют о том, что там вытаяла градиальная текстура такая ячейка. Поскольку данные измерения вот на 16 июля у нас никаких не было, кроме GPS-съемки вокруг этого брустера. И так у нас фактически это больше вычисленная картинка. Диаметр по GPS получился 70 метров, ширина брустера примерно 20 метров. Значит, одно из другого вычли, вот раз в этой воронке 30 метров, а внутри получается метров 25. Вот так. Мы все это рассчитали. На этой картинке видно, слева сверху это Лукойное озеро подходит, то есть низкое место. И, в принципе, это двор, прям скажем, я считаю, что теперь считаю, что это был меня просто, вырос из этой самой вот, ну, нормальной напольни, которая после ухода озера начала промерзать. Видно, что его склоны покрыты ивой, как еще вся остальная там территория, кроме макушек сам, покрыты ивой. То есть это был холмик с ивой, и на вершине этого холма, и поэтому никаких там всяких термокарстов и прочих процессов речи идти не может, на вершине этого холма случилось вот это разное. Не холма, холмик. Мы там немножко чего-то поделали, в общем, собирали какие-то образцы, даже определили, но я не очень знаю, что именно результатов нет, потому что никто особо так делиться не хочет. Померили СТС, она достигала, в принципе, на более-менее сухих местах 77 сантиметров максимум, а вот на этом озерном болоте 66 сантиметров, при почти 20 сантиметрах торфа, и вот очень глубоко до середины июля. Вообще, было мало. Из чего я заключила, и потом проверила, конечно, по климатическим данным, что там был очень жаркий июль, а потом стало холодно, июль был холодный, народ жаловался, что лето нет. Очень важно для происхождения воронки то, что там есть разлет материала. Лепешки гернины, такой торф, с кустами разлетался вообще на 60 метров, метровые такие куски планировали таким образом. То есть там было порядочное давление, а не то, что там что-то пукнуло и немножко осыпалось. Не так хорошо летело. Окружено это все озерами, вот такими небольшими. У озер, вот у озера, которое побольше, например, которое воронка все берега поползняк, как на левой фотографии. Озера поменьше сами являются термокарстовыми озерами, подпорными, связанными с ползнями. То есть все происходит, сток подпирает и начинается термокарст. В принципе, это все свидетельство того, что здесь круглопластовый лед, но и так это известно, примерно 15 километров к северу озера Халыфто, которое очень хорошо изучено, и на нем и описаны всякое исследование, тоже пластовые льды, поэтому сомнений, что на всей этой территории, куда нет где-нибудь пластовый лед, особых нет. Единственное, что кто бы мог знать, что его так много было. Но об этом потом. Вот 25 августа мы еще раз фотографировали эту воронку. Ее измеряли вообще там люди, но опять же данные до меня не доходят, поэтому просто наложили две фотографии. И более-менее получилось, что диаметр с 25 метров увеличился до 35, а глубина воды, мы сказали 35 метров, а было точно больше 50, соответственно, порядочно заполнила. И тем, что обвалилось вот этими самыми 50 метрами с краев, и тем, что оттаяло, и тем, что нападало в виде дождей, потому что дожди были сумасшедшие. Вот я вам обещала про грот, вот справа этот самый грот, которого кончик самый был виден на фотографии, а дальше все остальное просто в тени. Вот он уже затоплен озером. Слева видно это озеро на 16 июля, вот снятая видеокамера, второй раз показываю чуть побольше, там вот это такая трещина, в общем, излом непонятный. Я так подозреваю, что именно в этом месте образовался этот грот, который там поломный всегда. Теперь насчет свидетельств. Когда я увидела эту воронку, у меня всплыло в голове, что я когда-то беседовала с двумя видными исследователями Ямальских озер, Кузиным и Яковлевым, которые в устной беседе меня уверяли, что большинство Ямальских озер произошло в результате взрыва газа. Я тогда как-то всерьез не приняла, но какой взрыв газа, когда все знают, что это термокарст. Что за такие странные идеи. Когда я увидела эту воронку, я поняла, что, скорее всего, что они были правы, и стала выискивать те озера. Ну, я их, собственно, и так видела, которые я с вертолетом снимала большое количество, просто тоже круглых. Вот немножко тут привела. Видно, что у них
Это, в общем, и так известно, да, что в середине дыра, а по краям такой шейк полный. То есть, короче, воронка и есть воронка. Плюс к этому мы намерили глубинные озер, да, в большом количестве. И даже в крошечных озер бывает глубина больше 15 метров. Вот такая штука у меня просто на моем участке. Две таких вот круглых формы внутри не озера, внутри такое болото, а под болотом мы бурили, и там какая-то очень льдистая толща, в общем, совершенно без диагенеза, как будто ее взяли, там, смешали, суспензию, она немедленно замерзла. Теперь я себе представляю, что это могло образоваться, как вот это вот наше озеро воронки образуется. Просто замерзло, собственно, замерзло такое перемешанное озеро с большой скоростью. И таких штук у меня на моей территории 90 квадратных километров, 2 вот таких вот. Я не считаю просто круглых озер с глубиной 15 метров, которые тоже есть. Дальше коллеги мне, за что я им крайне благодарна, отвечали некоторые со всякими глупостями, типа, что это Луна оторвалась там, от Земли. А некоторые очень полезными мне напомнили, что есть все эпохмарки, я это условно не знала, но процесс про это знала, конечно, которые образуются за счет выброса газа. Поскольку у нас тоже мы предполагаем, что это выброс газа, то можно использовать это как некоторый аналог, посмотреть, насколько в этой части продвинулись в изучении эпохмарок. Хотя они подводные, но не важно, важно, что, во-первых, они на северных морях, где есть мерзлота, в том числе и субаквариумы. И во-вторых, есть какое-то уже моделирование, на которое можно опереться, а дальше начать его изменять, как нам больше нравится. Вот. Мое заключение, после которого последует еще информация. Наша гипотеза образования воронки базируется на известных данных о загазованности верхних 100 метров разрезанной эмали, а также вероятные реакции таких разрезов на колебания климата. Наиболее непротиворечивый, как мне кажется, механизм, объясняющий все наблюденные пока проявления, это тренд повышения температуры воздуха и пород в течение последнего десятилетия, особенно летом 2012 года, привело к увеличению количества незамерзшей воды осенью 2013 года, высвободил газ из мертвых пород и подземного льда с резким повышением порового давления. Такой механизм известен в субаквариумных условиях, приводит к образованию эпохмарок. Протаивание воронки в верхней части приводит к расширению отверстий, уменьшению глубины и в конечном счете к образованию озера. Возможно, некоторые озера и мало образовавшиеся в термически общем голоцена и ранее считавшиеся чисто термокарстовыми, на самом деле являются следствием аналогичного процесса. И некоторые практические выводы. На наш взгляд, особую роль в формировании воронки сыграл не только, а может и не столько тренд повышения температуры пород, сколько экстремум 2012 года. Поскольку есть основания полагать, что это экстремум последний, то образование подобных воронок может распространиться на другие территории, и тем самым должно рассматриваться как геориск. Дистанционные материалы и полевые наблюдения свидетельствуют о возникновении воронки на вершине Булгуняка, на периферии частично спущенного озера. Наличие этой формы способствует, если не механизму, то локализации воронки. На покатах центрального Ямала нередки Булгуняки высотой 1 метра и диаметром 1,1 метра, и, видимо, эти участки могут считаться наиболее опасными и служить объектами для очередного исследования. Это вот насчет рекогностировки. А теперь от людей, которые были внутри. Александр Иванович, можно прямо оттуда? Да, я постараюсь очень коротко, буквально какой-то иллюстративный материал. Как Марина расскажет, показывает, в днище воронки образовывается озеро. И вероятно, что весной и летом продолжаться процесс, и воронка скоро будет затоплена. Поэтому хотелось, конечно, набрать образцы, пока есть возможность спуститься внутрь этой воронки. Поэтому в ноябре в прошлом месяце была организована экспедиция, очень краткосрочно, всего одни сутки мы работали в этом месте. Организатор — это Российский центр освоения Арктики, СРК, и Департамент по науке и инновациям ЯНАМ. Ну, так воронка выглядела с вертолета. Может быть, следующий. Да, спасибо. И вот с земли, как вы видите, частично верхняя часть была засыпана снегом, больше мощность снега на южном, юго-западном склоне верхней части воронки. И снег накопился в нижней части, какой-то иней уже, и изморозь на стенках
воронки, что затрудняло, конечно, описание разреза. Следующий. А вот это южная стенка, занесенная снегом. И следующий слайд это северо-западная стенка. Здесь у нас и предполагалось изначально провести пробоотбор, отбор льда и того, что будет обнажаться в стенке. Марина Оскаровна показывала на следующем слайде, вот как эта стенка выглядела летом. И зимой, собственно, мы здесь же и провели пробоотбор. Следующий слайд. Да, спустились, и следующий слайд. Да, ну, собственно, процедура спуска. И вот некоторые результаты с зелеными кружками обозначены точки отбора проб. Общая глубина у нас получилась от бровки воронки до поверхности льда на дне воронки. Получилось 25,5 метров, то есть около 26 метров, примерно так, в пересчете вертикальный размер. А если да, сделал нижняя точка отбора, это в гроте. Так грот выглядел летом, сейчас он несколько заполнен. Вот видите, где-то, если сейчас высота грота стоит около 5 метров от льда до верхней части, то здесь, наверное, метров чуть-чуть больше к 10, наверное, да? То есть примерно половина отбора льда. И будет представлен, да, отбирались пробы льда, они плавились, пробоотбор был на катионы, на макрокомпоненты льда, на изотопный состав расплава кислород, водород, отбирались образцы на изотопию газов включения, если они будут обнаружены, и на галванометрический минералогический состав минеральных включений в вальду. Видите, как Марина Оскаровна говорила о вертикальной слоистости во льду. В общем, все стенки сложены действительно льдом. Это не вымерзлый грунт, это все-таки лед с некоторым количеством минеральных тонкодисперсных включений, ядовитого состава. Песчаные частички не чувствуются, очень тонкие включения. Опять-таки, фрагменты пробоотбора на стенках. Верхняя часть, видите, правая верхняя часть на слайде, это как раз снимок льда на перегибе. Это единственное, пожалуй, место, где скрывается, где был обнаружен лед с большим количеством газовключений, с большим количеством пузырьков газа. Выше, в данном случае в левом нижнем углу, это толща, которая перекрывает лед. Это выполаживающаяся верхняя часть этого раструба, да, воронки, вот тоже построена из переслаивающейся толщи минеральных включений и льда. Здесь уже, конечно, минеральных включений значительно больше. Ну, пожалуй, все. Групповое фото. Да, спасибо. Коллеги, интернет-аудитория наша. Позвольте поблагодарить организаторов семинара за возможность рассказать о результатах наших исследований. И, пожалуй, начнем. В сентябре была организована экспедиция Института нефтегазовой геологии совместно с коллегами из НИИГАЗ при поддержке Газпромдома Чернобыль. Экспедиция на геологическое образование Ямальский график. Главная задача была это установление природы на основе изучения геоморфологического и геологического строения его геофизических особенностей. Методы, которые мы использовали, это зондирование установлением поля в ближней зоне, это электромагнитный метод. Зондирование достаточно глубинный, на первые сотни метров позволяет изучать разрез. Менее глубинный метод электротомографии позволяет изучить разрез до глубины 50 метров. Площадная магнитная съемка и радиометрия. Значит, методы сопротивления электротомографии и электромагнитное зондирование решали задачи картирования пластовых льдов, выделения соленых грунтов, криптозных, которые могли бы там быть, установление литологических границ. Площадная магнитная съемка сделана для того, чтобы исключить теорию железного метеорита, теорию бахной структуры, и гамма-съемка также для исключения техногенного фактора образования. Но слайд иллюстрирует
метод зондирования становления поля. На поверхности Земли раскладывается генераторная петля, в нашем случае 100 на 100 метров квадрат. И внутри приемные датчики измеряют отклик, электромагнитный отклик от среды. Вот так выглядит приемный датчик, эквивалент петли 50 на 50, достаточно компактный. Это технология электротомографии на поверхности рассылается коса, 48 электродов у нас, пропускается электрический ток, и так называемое геометрическое зондирование происходит. Чем больше разнос, тем больше проникновения тока в землю, таким образом мы изучаем разрез на глубину. Это вариант обработки электротомографии, программа обработки вверху разрез сопротивления измеренных, а нижний разрез рельефа, это уже геоэлектрический разрез, так называемый, по нему проводит геологическую интерпретацию. Это рабочие моменты съемки. Вот там справа вверху бруствер виден от кратера, наша аппаратура. Значит, интерпретация данных методов сопротивления электромагнитного зондирования основана на известной зависимости удельного электрического сопротивления грунтов от литологии и температуры. Видите, чем тоньше фракция грунтов, тем ниже сопротивление. И по температуре, чем ниже температура, тем выше сопротивление. Это магниторазведка, мониторинг канадский и CRP-68, всем известный электрический прибор. Значит, здесь показана сеть электроразведочных исследований. Вот параллельный перпендикулярный профиль электротомографии и профиль из 9 точек сделанного установления поля. Достаточно большой объем был исследований, 5700 погодных метров электротомографии. Это трек магнитной съемки в пешеходном варианте с автоматической записью, и вот там профиль радиометрии через. Переходим к результату. Вот по данным магнитной съемки была построена карта изодинам так называемых, и выделенные аномалии пониженного магнитного поля мы связываем с тектоническими нарушениями. Конечно, надо было получить большую заснять, чтобы эти аномалии ярче выглядели, однозначно интерпретировались. Но мы интерпретируем вот так, та же картина, только в объеме. Мы интерпретируем зоны померных сопротивлений как зоны разлома. Ну, примерно вот такое пространство. Такая сеть северо-западного и северо-восточного простирания, она соответствует гениальному пространству структуры известных. Значит, эти же разломы выражены по геоморфологическим признакам. Ну, во-первых, это ручей, который бежит в субмеридиальном направлении. Во-вторых, это северо-восточному простиранию. Разлом, который разделяет приподнятые и опущенные блоки, там водопад журчит. Ну, предполагается, что таким образом маркируются тектонические нарушения. Вот это график радиоактивного поля представлен. Мы видим, что никаких аномалий нет. Фон составляет 7,11 микрорентген в час. Легкое повышение вот, в районе ГУСТ связано с тем, что ну, там грунты выброшены на поверхность, а в основном по тундре фон понижен маленько за счет переувлажненного верхнего слоя. Это разрезы по результатам электротомографии на глубину до 50 метров. Вот 6 разрезов, которые справа внизу показаны красным. То есть видим, что кратер, зона кратера, она неоднозначно выделяется в разрезах. Есть области высокого сопротивления, аномально высокого, десятки и сотни тысяч Ом, это лед. Есть области очень низкого сопротивления, порядка 100, минимум, это глина, как правило, выделяется таким образом. И мы вот видим на северных профилях, два профиля расположены с северной стороны кратера, это лед. А с южной стороны кратера, видите, разрез уже другой характер имеет. И вот тут какая-то субвертикальная проводящая зона. И вот статистический анализ данных сопротивления нам дал такую гистограмму. Выделяется 3 максимума явных, 250 Ом соответствует глинам, ближе суглинки. 1350 это суглинки, и дальше десятки тысяч Ом это лед.
Ну вот здесь показан разрез по профилю ближайших кратеров. Вот здесь в рельефе бруствер нарисован, вот это вот лед выделяется так. И вот опять рядом аномалия. Вот тот же фрагмент укрупненный. То есть видно, что в районе кратера субвертикальная структура поведенного сопротивления. Вот это вот приповерхностная часть. Это профиль меридиональный. Тоже выделяется аномалия на глубине проводящей, непонятно с чем связано. А вот это лед Сосырея. То есть вот эта часть профиля северная. Вот она здесь. Это лед Сосырея с сопротивлением десятками тысяч. Вот. С южной части видите, как, что разрез совсем по-другому выглядит. То есть где-то здесь проходит граница. Но, может быть, более информативно будут карты распределения. Мы сложили все эти субпараллельные перпендикулярные профили в первую модель и сделали несколько раз это средство по глубине 7 метров. Видим, что кратер не коррелирует ни с какими геофизическими, находится по глубине 10 метров. Не совсем, как говорится, укладывается аномалия. И по глубине 30 метров. Эта высоколобная часть отвечает за лед, и кратер несогласно рвет геоэлектрические структуры. Это означает, что он не связан с какими-то литологическими особенностями верхней части до глубины 50 метров. То есть источник силы, источник взрыва был гораздо глубже, чем изучен наш разрез. Но вот эта же карта на космоснимке средства по глубине 30 метров, идет Сосырея высоколобный, какие-то глинистые отложения, вот под озером более проводящие. Вот наши трехмерные модели. Это из-за поверхности 1000 Ом, то есть то, что более 1000 Ом залито зеленым цветом, синие десятки тысяч Ом, это лед. И вот так расположен кратер относительно электрической структуры, а прозрачным это низкоровные горные породы. Ну, вот можно посмотреть, подкрутить эту модель трехмерную. То есть видим, что все-таки кратер прорывает не согласно еще с электрической структурой, или находится где-то в краевой части. Значит, здесь представлен разрез по данным метода ФСБ более глубинные, порядка 150-180 метров. И вот верхняя часть разреза, высоколистая мерзлота или лёта, присутствует, как вы видели, в самом кратере, вот здесь вот границы кратера нарисованы пунктиром. И на глубине порядка 60-80 метров выделяется слой аномально высокого сопротивления, который, возможно, связан с газогидратором. То есть известно, что газогидратор обладает высоким сопротивлением. Далее проводящий слой, кровля проводящего слоя с синим сопротивлением 4,5-1 стёк. Вот этот метод ЗСБ, он очень чувствителен к проводящим водным породам. То есть вот эта кровля, она является весьма однозначной. То есть если вы когда будет бурить, можно будет сопоставить данные бурения, на этой глубине будет стоить мозги. Вот. И ниже выделяется еще одна граница. Возможно, она связана с фазовой границей, мерзлая талая. Вот, неизвестно, находится ли по породе при отрицательной температуре, либо это граница между расстрелами, но это порядка 50-80 метров. Вот. Проанализировав литературу, с помощью Евгения Михайловича Чувилина, статья была такая, он любезно предоставил, в которой видно распределение газогидратов или газопроявлений на территории Баламинского месторождения. То есть те же самые глубины получается 60-80 газонасыщенный горизонт. Возможно, он был виден случай. Ну вот тут это для студентов, что такое газогидраты, кристаллические соединения. Один кубометр газогидратов содержит 44 кубометра. Это зона стабильности современной газогидратов. Она гораздо глубже, чем наш разрез, но известно, что на территории Баламинского существуют реликтовые газогидраты глубине 60-80 метров. Это геологическая интерпретация. То же самое, что мы видели.
Сверху высококлистые породы повышенного сопротивления, возможно насыщенность газогидратами, суглинки морские, предполагаемые тектонические нарушения, которые мы не видели по магниторазведке, по морфологии. И предполагается, что в зоне разлома есть повышенный тепловой поток, который деградирует мерзлота снизу, увеличение простого давления и пробка вылетит. Ну, рабочая гипотеза. Можно критиковать, можно. Значит, чем обусловлен повышенный тепловой поток? Вот анализ геологических данных нам говорит, что под кратером расположена крупная южно-махинская структура газа, запасы газа 17 оценены. Известно, что над заливом углеродородов повышенный тепловой поток. Возможно, он приводит к деградации теплоты. Ну, таким образом, по климатологическим и геофизическим признакам установлено, что кратер находится в зоне пересечения тектонических нарушений, и вероятной причиной образования кратера является увеличение пластового давления в газонасыщенном горизонте из-за разрушения газогидратов. Разрушение, вероятно, вызвано деградацией мегалитной мерзлой площади снизу. И возможной причиной деградации мерзлоты является повышенный тепловой поток от заливного углеродорода. Значит, еще одна альтернативная гипотеза. Вот эта геоморфологическая карта, которую составили коллеги из НИИГАЗа, вот здесь показаны берега Хацерея. То есть там две стадии или две генерации Хацерея было. Зеленая первая генерация, крупное озеро, дальше вторая генерация. И вот видим, что кратер находится на берегу, так скажем, Хацерея. В кратере вот все видели, что это вот стена льда была. То есть вот это вот озеро имеет, возможно, асимметричное дно, под которым формировался асимметричный залив. Вот, глубина этого озера была более 30 метров сейчас, что скрыто в кратере. Залив был значительный под ним. Но классический механизм формирования бугра учения. Другое дело, что глубина этого озера не позволяет формировать вот эту положительную форму рельефа. И в какой-то момент выстрелило. То есть это альтернативная гипотеза, давайте обсудим. Ну вот, по геофизическим данным вот у нас показано, что кратер так в его части находится в высокоугольной структуре, то где-то вот здесь его кончается. Кратер находится в его части. Спасибо за внимание. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я представляю компанию «Газпром Геологоразведка», инженерно-технический центр. Моя фамилия Смирнов Александр Сергеевич. Вот, доклад подготовлен совместно с Неждановым Алексеем Алексеевичем, доктором геолого-минералогических наук, заместителем начальника Центра по науке. Ну и хотелось бы начать, конечно, со слов благодарности, что пригласили поучаствовать в таком мероприятии. Вот. И давайте начнем. Времени, я так понимаю, не очень много. Название доклада вы видите. Поверхностные проявления флюидодинамических процессов Земли. В принципе, конечно, это касается и Ямало-Ненецкого округа, но давайте дальше, пожалуйста. Можно, конечно, использовать множество геофизических, геологических и различных поверхностных методов для изучения таких процессов. Вот. Мы, конечно, руководствовались при изучении вот этого ямальского кратера теми материалами, которые у нас были в наличии, а это именно сейсморазведочные материалы 2D профилей ямальской экспедиции, выполненной еще в 1989-1988 году, то есть в прошлом веке. И, соответственно, результаты гравиметрических исследований, тоже государственного масштаба, 200-тысячного масштаба. Вы видите, на данном рисунке показаны два сейсмических разреза синим цветом, точнее даже не просто сейсмических разреза, а расчет когерентности по этим данным. То есть вы видите, что звездочкой показано местоположение нашего изучаемого объекта и в плане на гравиметрическом поле, и, соответственно, на вот сейсмических разрезах. И хорошо вы можете наблюдать, это отчасти тоже в предыдущих докладах об этом говорилось, о вертикальной зоне, которая прослеживается достаточно с больших глубин непосредственно вот к этому изучаемому объекту. В гравиметрическом поле, это вот то, что желто-зеленый рисунок,
вы можете наблюдать, что синим цветом это бугры кучения, ну, вот эти булгуняхи, которые, в принципе, местоположение всем хорошо известны, их много раз уже показывали на предыдущих презентациях. Вот, мы попытались какие-то выводы сделать, но о них как бы чуть позже скажу. На данном слайде показан уже непосредственно один из временных разрезов уже в обычном его виде. Может быть, не очень хорошо видно, вот как раз с красным цветом, прямоугольником показана зона отсутствия отражений на этом разрезе, которая непосредственно тянется снизу вверх, как раз подходит эта зона вертикальная к нашему изучаемому объекту. Ну и, соответственно, тоже гравиметрическое поле показано отрицательное, да, значение этого поля. Хотелось бы остановиться, вот в одном из докладов прозвучало разные методики и методы, которые использовали, в частности магниторазведка, чтобы исключить различные метеоритные, да, включения, которые, возможно, предполагалось, найдутся. Ну, несколько, как бы, в частности, я удивился, почему именно эту съемку использовали. По-моему, вполне логично использовать гравиметрические съемки, причем, как вы можете наблюдать на данном слайде, показано, что отрицательное как раз значение гравиметрического поля доказывает дефицит плотности как раз вот и в том месте, где у нас воронка, и в целом достаточно большая зона картируется, ну, объект, где как раз гравиметрическое поле доказывает возможность как раз появления таких схожих объектов с тем, который мы изучаем с вами все вместе. На этом слайде показан фрагмент расчета куба когерентности, но это уже по трехмерным наблюдениям в районе Баваненковского месторождения. Здесь тоже показана вертикальная зона, которая достаточно хорошо прослеживается. То есть не всегда можно по обычному временному разрезу сделать какие-то выводы. Качество материалов разное, очень много старых материалов приходится использовать для вот аналитики такой, для изучения таких явлений. Но в целом и на трехмерных, и на двухмерных материалах мы видим проявление вот таких вот вертикальных зон. Ну, их можно по-разному называть, это можно и газовой трубой назвать, и просто вертикальной зоной миграции каких-то веществ, то есть это и вода, и газ, и всевозможные другие проявления этой миграции вертикальной. На данном слайде показан уже другой бугор. Ну, по-разному можно его называть. Ледяной холм, грязевой вулкан. Это песцовое месторождение, это Надымпуровский район. Конечно, далековато от места, которое мы сейчас с вами все вместе изучаем. Вот. Но, по сути дела, уже тоже неоднократно говорилось о большом количестве бугров кучения в пределах Западной Сибири, вообще северо-западной Сибири. Вот. Понятно, что много очень исследователей пытаются природу этих бугров понять. Вот. Началось, как вы прекрасно все это знаете, еще с 30-х годов прошлого века. Пытались изучать эти все явления. Вот. Но, как показывает практика, эти бугры и ледяные холмы, они недолговечны. То есть то, что раньше мы могли, не мы, а наши предшествующие исследователи могли наблюдать и описывать в своих трудах. Вот. Сейчас большей частью этих бугров уже разрушилось. Мы можем тоже наблюдать это и живьем, и, соответственно, различными другими средствами, и космосъемкой, и непосредственно съемками на местности. Вот. То есть процессы очень молодые и, конечно, требуют тщательного изучения. Так вот, возвращаясь к этой съемке, то есть это на песцовом месторождении один из авторов от сообщения Нежданов стоит напротив такого бугра, высота 17 метров. Мы в рамках работы тематической научно-исследовательской проводили такие исследования и закладывали бурение двух скважин. Вот на следующем слайде, пожалуйста, сейчас я вам покажу те скважины, места заложения, которые были пробурены буквально 2 года назад. То есть скважина номер 1 это непосредственно бугор наш, и скважина номер 2 это в стороне от бугра специально как бы закладывали и изучали этот объект, отличный, так скажем, да, от этого поверхностного явления. Также здесь показаны точками результаты электроразведочных работ ВЭС
применялось, и ЗСБ. Вот. Ну, я не буду отдельно в этом докладе рассказывать про электроразведочные результаты, потому что они не совсем получились у нас хорошие. Вот. Но в целом мы пытались, когда закладывали электроразведочные, планировали электроразведочные работы, закартировать хесарей. Вот вы можете наблюдать, он достаточно обширный вот на этой территории, то есть он за пределы дороги выходит, за пределы нашей северной точки, 20-й, ВС-20. Вот. Мы попытались изучить не только этот бугор, а именно вот это явление, да, то есть спускаемое озеро в более большом и глобальном масштабе. Что же мы получили? Результаты мы получали вот из этих скважин образцы льда и пород, изучали их, проводили химические анализы. Вот были очень достаточно интересные результаты получены. Помимо большого количества метана, который мы в образцах обнаружили, был обнаружен также водород. Вы видите, вот в первой скважине не очень хорошо видно, но вот там, где пик у нас на 17 метрах, это как раз вот максимальное содержание водорода во льду было нами обнаружено за пределами этого бугра, то есть в скважине второй водорода не было. И, соответственно, в первой скважине мы гелий не обнаружили, но зато его обнаружили в большом концентрации, относительно большой, уже за пределами этого бугра. То есть фактически водород и гелий доказывают глубинное происхождение вот этого бугра в пределах песцового месторождения. Ну и мы, соответственно, предполагаем, что и на нашем ямальском объекте, возможно, будут получены такие же результаты. Дальше, в принципе, по КМАРКе показаны и объекты, которые можно по сейсморазведке достаточно на большой глубине выделять, по данным и 3D, и 2D. Дальше, пожалуйста. Показано вот Песцовое и Яхинское тоже месторождение. Как, опять же, по данным сейсморазведки и по кубу когерентности можно выделять эти объекты. Выводы, какие мы вообще получили по результатам изучения и этого объекта, и в целом вот этих вот интересных объектов в форме рельефа. Да? То есть первое, что надо, конечно, изучать очень хорошо строение верхней части. В принципе, сейсморазведка, хоть и сказали уже в предыдущих докладах, разная разрешающая способность у нее есть, но есть методы сейчас высокоразрешающей сейсморазведки, которые позволяют достаточно хорошо картировать такие объекты. Имеется в виду и ледяные тела, и вообще в целом различные формы рельефа. Дальше, соответственно, как вы прекрасно знаете, бугров очень много. Мы их, конечно, не мы, а вообще в целом они приурочены к спускаемым озерам, хасареям. Вот. Мы их считаем, эти хасареями, зонами разгрузки глубинных флюидов, которые имеют, опять же, глубинные корни, и поэтому мы их и на сейсморазведке можем наблюдать. Доказано также, что большая концентрация бугров пучения очень хорошо связана с продуктивностью и проявлениями аномально высокого пластового и порового давления по глубоким горизонтам во всей Западной Сибири, ну и точнее не на всей, а в северной части, то есть в пределах Ямало-Ненецкого округа. И что касается непосредственно нашего объекта изучаемого, все прекрасно знают, да, что Баваненковское месторождение, оно очень осложнено вот этими газопроявлениями, то есть верхняя часть разреза очень имеет высокую газонасыщенность. И, конечно, поэтому-то мы наблюдаем, и, скорее всего, и будем в дальнейшем наблюдать похожие объекты на поверхности. Ну и, соответственно, как основной вывод, можно мониторить такие явления, имеется в виду флюидодинамические процессы, с нашими традиционными методами геофизическими, и сейсморазведкой высокоразрешающей, и гравиразведкой, ну, естественно, электроразведкой. И поэтому, конечно, нужно изучать. И мы как бы готовы участвовать и продолжать участвовать в изучении вот таких вот объектов. Спасибо большое. Что существуют действительно такие воронки, и они не только на Ямале, вот еще на Таймыре, точных координат неизвестно, и никаких деталей про это тоже неизвестно. Может быть, если кто-то знает об аналогах в других странах, в 20 километрах от Сразу скажу, что мне представляется, что там при притоке горячих газов, флюидов, какому-то пласту льда на глубине, да, образуется полость. Полость потом заполняется этим водой, и эти же газы присутствуют. И действует, естественно, давление, гравитационное давление на пласты, которые над полостью
Если глубина до полости ЗА, то гамма, удельный вес это давление, гравитационное давление вертикальное, и есть составляющая давления этого гравитационного давления. Над полостью происходит разгрузка напряжений. Вот, который преобразует давление верхних пластов, отвеса верхних пластов, через усилие в оболочке свода. Ну, свод имеет полушар, а в основании свода получается окружится. Это в связи с тем, как распределяются напряжения. Вот на второй схеме ниже там видно вот вертикальное давление, это внешнее давление над сводом, это составляющая вертикального давления от веса пластов над полостью, и над полостью образуется свод. Следующий слой. В исходном состоянии, да, это горизонтальная дневная поверхность. На всех горизонтальных площадках действует в исходном состоянии вот, зависимость между главными напряжениями по закону Кулона-Мора. А после создания вот этого образования полости, преобразования напряжений, вот получена такая формула, которая уравнение, которое определяет равновесие между напряжениями вот, окружающим от давления покровной толщи на границу с полостью и напряжение горизонтальная составляющая опорного давления от свода. Используя это уравнение, были получены приблизительные ориентировочные диаметры и величины провала. Я принял, значит, глубину до этого пластового льда 60 метров. Здесь, кстати, говорилось, что на 60-80 метрах в данном районе какие-то концентрации газов там имеются. Доклад так прозвучал. Среднее значение удельного веса или плотности 16 килонewtons на метр кубический. Там вертикальное давление здесь есть. И получается при этом, значит, диаметр провала 32 метра и радиус 16 метров. Если принять удельный вес 20 килонewtons, получается диаметр провала 40 метров. Если гамма 13 килонewtons на метр кубический, то получаем 21-22 метра. Вот такие значения диаметров провала, которые получаются вот при использовании формулы, которая получена, кстати говоря, для оценки качества провалов. И вот выводы таким образом. Под действием разогретых газов в слое льда толщи образуется полость, вмещающая талую воду и газы. Начинаются деформации, течения подогретых мерзлых пород слоев толщи над полостью. Происходит разгрузка напряжений в слоях над полостью и формирование свода, который преобразует вертикальное давление от покровной толщи в опорное давление по контуру свода в основании. То есть в усилие оболочки свода и передается это на опорное давление по оболочке. По мере роста размера полости, снижения напряжения, напряженное состояние опорной части свода стремится к предельному значению. И вот в этой формуле, о которой я говорил, там присутствует радиус вот этого основания свода, который практически потом является радиусом образования вот этого цилиндрического, который обрушается. Нарушение равновесия по контуру основания свода приводит к обрушению цилиндрического объема диаметром 2 r над полостью. В основании летящего вниз цилиндра поршня создается большое давление на воду и газ в полости, которые вырываются подобно взрыву по неровной контактной поверхности, образуемой цилиндрического отверстия. То есть это как поршень, он срывается вниз, а по поверхности контактной, значит, происходит как раз вырываются вода и газ, которые, кстати говоря, и вот образуют вот такую воронку, которая... Вот. Ну, сегодня, кстати, части, где породы разупрочнены, вот они подхватываются вот этим потоком воды и газа. Вот такая версия. Хотел бы я вам доложить. Спасибо за внимание. Как я уже сказал, я представитель Института проблем нефти и газа.
Вот. На этом слайде я просто хотел показать, что, во-первых, состоялось 3 экспедиции, как уже было ранее озвучено. Вот. Заместитель директора нашего института Василий Игоревич участвовал в экспедиции 25 августа. Вот. По результатам этой экспедиции им в журнале «Бурение нефти» в сентябрьском и ноябрьском номерах были опубликованы изданы, точнее, 2 публикации. На этом слайде это список участников нашей экспедиции. Первые несколько дней, из-за того, что у нас была нелетная погода, совершенно мы провели, так сказать, сидячем, лежачем образе. Вот, но благодаря организаторам нашей экспедиции нам была представлена возможность посетить некоторые интересные места в самом Салехарде, вот, которые, если бы все удачно складывалось, благодаря хорошей погоде, нам бы не удалось посетить в запланированное время. Вот. Эти фотографии сделаны в тот день, когда мы, наконец, нам удалось вылететь, то есть с огромным количеством вещей и научного оборудования. Вот. Здесь, на этих фотографиях, так сказать, наша точка дозаправки в районе станции Хралов, 267 километр. Она расположена в непосредственной близости у знаменитой железной дороги Баваненкова. Вот. На правой картинке показаны те места, которые мы посетили. Правда, тут нету точки нашей непосредственной высадки. Вот. Она примерно расположена где-то вот тут. Вот. Когда мы высадились с вертолета, у нас часть нашей экспедиции на одном из спецтранспортов триколых отправилась заниматься, так сказать, сбором обзорной информации по местности расположенной. Вот. И вторая часть на втором триколе отправились непосредственно на саму воронку. Фотография, вид самой воронки, она уже была с вертолета. Вот. На данной фотографии слева показана карта, которая в нашем фрагмент карты, регистрирующий расположение интересующих и важных объектов, которые имеют возможное аналогичное происхождение с нашей воронкой. Вот. А в нашем институте проблем нефтегаза, ведется ГИС-проект. Вот. В нашей базе уже собрано несколько сотен различных объектов, то есть это озера, болгуняхи. Вот. Мы это постоянно мониторим, анализируем. Все это мы делаем через дешифрирование космоснимков, через доступный источник. Просто несколько фотографий о том, как мы непосредственно... Вот я входил в ту первую группу, которая занималась сбором информации по интересующим объектам. Здесь вот первые попытки измерить глубину одного из озер. Вот, озеро было достаточно крупное, несколько десятков метров в диаметре. Вот, и предполагалось, что глубина озера будет приличной, но, как оказалось, глубина озера составила всего 1,5 метра, из них около метра это сплошной лед всего. То есть вода совсем мало, глубина очень небольшая. Вот. На этой фотографии Владимир Александрович Пушкарев, тот человек, который впервые спустился, первый человек, можно сказать, в мире, который спустился на дно воронки. Некоторые фотографии уже были, это фотографии, иллюстрирующие непосредственно нашу работу, о том, как проходил отбор образцов льда. Ночные фотографии — это фотографии Владимира Александровича Пушкарева, руководителя Центра освоения Арктики.
Вот. Здесь вот вверху панорамная фотография, и в правом углу, как вот уже говорилось, это вот наш коллега по экспедиции, он проводил, собственно, георадарную съемку. На самой воронке мы провели практически 1,5 дня. Мы переночевали, можно сказать, на краю воронки. Часть наших коллег по экспедиции ночевали в палатках. Да, палатки были одноместные. Владимир... На вопрос, кто с кем ночевал. Вот, но это уже последняя фотография, у меня уже предпоследний слайд. В день отъезда с воронки нам по спутниковому телефону поступила информация, что вертолет за нами не прилетит из-за погодных условий. Вот. И нам пришлось, насколько я помню, более 81 километра, петляя по заснеженной тундре, по холмам, по речкам, многократно увязая в снегу, вылезая, выталкивая эти триколы. И нас приютили после многочасового путешествия по тундре, приютили на вахтовом поселке месторождения Баваненкова. Вот, ну вот, собственно, вот эти несколько фотографий. Спасибо за внимание. Вот Владимир Александрович Пушкарев, руководитель. Насколько я понял, Владимир Александрович сейчас хочет несколько слов сказать, поэтому... Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы добавить презентации, которую Игорь Погоявленский сейчас продемонстрировал. Вот, Российский центр освоения Арктики взял на себя функции как организатора изучения. Вот, значит, силами Российского центра сформирована рабочая группа, в которую вошли порядка 10 институтов. Вот, и непосредственно вот организация вот этих 3 экспедиций, это было именно в ключе вот именно, скажем, выполнения вот данного направления. Вот, и у нас в планах написание программы к Новому году, то есть как поставлена задача. Вот, и дальше уже, скажем, выполнение работ по исследованию согласно этой программы.